Одно из самых засушливых мест на Земле. Страна с самой древней пустыней на планете, простирающейся вдоль Атлантического океана. И все же это дом для большого разнообразия животных. Здесь водятся слоны, гепарды, жирафы, носороги, леопарды, львы. Это те животные, которые в других регионах Африки находятся на грани исчезновения. Командными усилиями местные организации, биологи, фермеры, бизнесмены и волонтеры борются и работают круглыми сутками, чтобы защитить животный мир Намибии. Фермеры закупают охотничьих животных и разводят их на своих ранчо. Выращивают, охраняют от браконьеров, контролируют численность видов, закупают корм и отчитываются перед государством за каждую добытую живность охотникам. Самой большой угрозой для животного мира являются браконьеры, истребляющие животных с целью дальнейшей перепродажи шкур, рогов, бивней на черном рынке. Источником финансирования фермеров становятся туристические группы и охотники со всего мира. Намибия стала фаворитом среди начинающих охотников, семейных групп, а также давних ветеранов африканской охоты, которые ценят преимущества охоты в Намибии. Ну а пока наши охотники в пути, мы ненадолго переместимся на знаменитый мыс Кейп-Кросс и понаблюдаем за морскими млекопитающими. Трофейный охотник Денис Морозов прибывает со всей своей семьей в столицу Республики Намибия, город Виндхук. Встречающая сторона помогает с оформлением ввоза оружия на территорию страны. Как и везде, перевозка оружия – это отдельная история со своими приключениями. Итак, сегодня поездка займет около 2–2,5 часов. А пока у меня есть для вас кое-что перекусить. Здесь арахис, печенье, чипсы, сладости. Угощайтесь. Здесь есть Кока-Кола, Кока-Кола Zero, вода, пакет для мусора, удобство, Wi-Fi. Вам нужен Wi-Fi? Хорошо, добро пожаловать. Пока семейная группа отправилась в магазин покупать настоящие африканские ботинки для того, чтобы комфортно перемещаться по саванне, в охотничьих угодьях активно ведется подготовка. PH в переводе с английского. Профессиональные охотники привязывают дерево к пикапу для того, чтобы замести следы на дорогах. На капоте пикапа располагается кресло следопыта. Следопыт ищет следы незваных гостей, таких как леопард. Намибия – одна из немногих стран, которая выдает лицензии на добычу этой опасной кошки. «Нашел след!» – кричит следопыт. PH забирают информацию с фотоловушки и подвешивают свежие куски мяса в разных локациях охотничьих угодий.
Охота в Намибии строго контролируется и регламентируется государством и охотничьими ассоциациями. Государственная политика Намибии направлена на развитие охоты в этой стране, благодаря чему численность животных в этой стране увеличилась почти в 4 раза. Размер охотничьих угодий варьируется от частных земель в несколько тысяч акров до охотничьих концессий на миллионы акров, где охотники могут открыть для себя страну и ее дикую природу. Тем временем наша группа приближается к месту назначения. Добро пожаловать в Ревель. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Тяжелая дорога, но, слава богу, добрались в это долгожданное место Африка. Африка — это всегда долгожданно и всегда желанно на максимальном эмоциональном фоне. Поэтому в этот раз приехали, привез всю семью, маму, папу, тетю, тестя, детей. Поэтому хочется, чтобы все посмотрели, как так устроена охота, как организована, что за люди. У нас задача добыть леопарда, это самое главное. Ну, попутно все будем охотиться, что будет попадаться. Куду, козероги. Итак, Деннис, я хочу немного поговорить об охоте на леопарда. Мы уже соорудили укрытие и все такое. Он уже 2 дня ничего не ел, так что я думаю, сегодня вечером он вернется. А потом посмотрим, что произойдет. Обычно он приходит около 7-8 часов, как раз перед наступлением темноты. И тогда мы сможем пойти, и я думаю, что сегодня вечером у нас будет хорошая возможность. И еще кое-что. Привада небольшая, так что в основном будем мы с тобой. Другим людям будет сложно присоединиться. Чем меньше людей, тем меньше шума. Я должен выстрелить сюда. Да. Он будет висеть на дереве. Это красивое открытое дерево, так что вы легко увидите его силуэт. Расслабьтесь, это приносит много адреналина и волнения. Местность довольно густая, много деревьев, много кустарника, много травы, высокой травы. Так что да, мы воспользуемся этим. Могу ли я взять с собой оператора? Это будет непросто. Во-первых, из-за того, что укрытия не очень большие. А во-вторых, слишком много людей — это больше шума. Больше шума, да. Итак, если мы собираемся идти вслепую, у вас есть 2 варианта.
Либо ты сидишь, то сидишь всю ночь, сидишь все время. Если ты ложишься, то лежишь все время. Вообще не двигаюсь. Вообще никаких движений. Чем меньше движений, тем больше шансов у нас. Итак, да, это главная причина. Если я буду ранен, что мы будем делать? Если ты будешь ранен, то пойдешь один. Если он ранен, тогда мы можем использовать собак. Мы можем использовать собак, чтобы выследить его, и, надеюсь, они его поймают или что-то в этом роде. Если мы используем собак, это будет быстро. Это будет быстрая ситуация, то есть быстрое движение, много адреналина. Так, очень опасно. Это очень опасно. Так что это зависит от того, кто пойдет с нами. Я обязательно попрошу еще одного парня пойти со мной, просто чтобы было больше винтовок, потому что неизвестно, что произойдет. Если мы войдем, то много людей будут говорить. Так что просто слушайте меня. Если я скажу вам стрелять, вы стреляете. Если я скажу вам не стрелять, вы не стреляете. Итак, надеюсь, у вас будет хорошая охота. Наслаждайтесь охотой. Берегите себя там, вы в надежных руках. Спасибо. Надеюсь, я снова с вами увижусь. Удачи. We walk, we don't drive. Сейчас говорят, почему быстро торопимся, даже не переодеваемся на пристрелку. И сейчас немножко поужинаем и сразу на охоту. Видели леопарда, уже 2 дня подряд видят следы его в одном месте. Поэтому мы сразу сейчас пристреляемся и сразу в ночь будем двигаться сходу. Ну, леопард такая штука. Сейчас пока летел по дороге, там с ребятами, с лаками познакомился. Он говорит, у меня друг, говорит, 17 раз ездил за леопардом, и не попал. Только на 17, в 17 раз он добыл леопарда. Ну да. Надо было подкрутить, я не посмотрел. Надо подкрутить, сейчас я посмотрю. Ничего себе. Вообще непонятная история. Вот тот случай. Все вроде хорошо, а пуля летит. Даже меньше не попадает на 100 метров. То есть какое-то смещение там полметра. Сейчас уже поздно заниматься. Это уже завтра, наверное, будем перепристреливать его. Вот так бывает. При транспортировке оружия через полмира все, что вы настраивали дома, все может оказаться тщетно по совершенно различным причинам. Пуля летит совершенно по непредсказуемой траектории. Денис берет оружие в прокат и пристреливает его. Это хорошо. Да, потому что мишень на плече такого размера. Хочется что-то сказать, а нечего сказать. Такая история интересная с этим ружьем. Сколько мук, сколько переездов, сколько вообще за границу вывезти ружье. Такие тяжелые сегодня страдания. И вот сейчас его привезли, а оно не летит. Оно не летит, вообще пуля куда-то ушла. Ой, времени нету на переработку своего. Будем сегодня пробовать охотиться с местного. А завтра уже будет немножко больше времени, займемся своим перепристрелкой. Короче говоря, вот такое бывает на охоте тоже, к сожалению. Ну ничего, на то она и охота.
реальная ВИЧ-охота. Никогда не знаешь, где заснешь, где проснешься. Ребята говорят, леопард. Итак, теперь нам потребуется немного времени, чтобы посмотреть следы на этой дороге. Затем, как я уже сказал, мы отправимся к мясу и посмотрим, с какого направления он вернулся. Добрались. Тяжелые охоты, конечно, ночные. Тяжело даются так. Всегда спать хочется. Следопыты пошли следы распутывать. Мы тут так светим, он не убежит? Это зависит от того, насколько близко он к нам. Если он будет очень близко, то убежит. Мы добьемся этого. Я тоже на это надеюсь. Мы добьемся этого. Охотник и профессиональные егеря отправились на приваду. Из соображения безопасности оператору запретили присутствовать на охоте. Слишком опасно. Well done. Not every guy who should deliver on the food. Ты сделал это. I told you Я же to говорил, find что it. найдем. Well done. Right was down. Я скажу, конечно, это даже не на слона охота. У нас в Африке всегда приключения. У нас на слона 10 метров упал от нас. А леопард, тут не 10, тут было 8 метров от нас леопард. Не знаю, как передать эти эмоции. Леопард, наверное, самый адреналинный трофей африканский. Это просто что-то невероятное. Put your Поставь finger свой палец just behind перед the зубом. teeth. Just feel this Почувствуй, like a это knife. как нож. Like this. On Вот the это teeth, место. on the Ты teeth. можешь почувствовать. Yeah, you see here? Да. How Сколько лет леопарду? I would say Я думаю, что ему 7-8 лет. Это большой леопард. Мама мия. Вот это да. Очень хорошо, мой друг. Как я тебе и говорил, это быстро случилось. Очень быстро. Очень быстро. 2 часа я в Намибии, и леопард готов. Я не могу поверить. Ну что, Денис, я тебя поздравляю. Только 1 день. Это очень быстро. Это самая приятная тяжесть, которая есть на спине, я вам честно скажу. Мы много чего переносили в этой жизни и переносим. Но это вот тот случай, когда эта тяжесть приносит большое счастье. Добытый, долгожданный, наверное, самый тяжелый трофей, самый опасный трофей, который есть в Африке. Ну, по моему мнению, конечно, оно может быть по-разному. В общем, леопард. Леопард у нас. 5 закрыта. Супер. Это супер. Опаснее. Да я даже видел, что ребята аж прям вот так аж дрожали руки. Не опасно. Здесь 1 секунда, стреляли буквально 8-10 метров. Это вот 1 секунда. 1 секунда и все. Очень опасная штука. Реально. Не знаю, в нашей коллекции это, наверное, самый опасный трофей. Перед этим был слон. Сейчас леопард. Фу. Это как наждачная бумага. Ты не мог сделать лучшего выстрела, чем этот. Точно тебе говорю. Хорошо, давайте сделаем хорошую фотографию. Может, что-нибудь выпьем? Yes. Так что же мы ждем?
Мы вчера добрались до Намибии. Очень долго планировали эту охоту. Это завершающий трофей в пятерке африканской. У нас все трофеи не очень просто дались. У нас слон атаковал нас буквально, там, не буквально, а в прямом смысле 10 шагов от нас лег. И вот сейчас леопард, мы прибыли. Буквально на следующий день мы сразу добыли. Когда он рычал, это, конечно, невероятно. Это ни с чем не сравнимо. Я даже не знаю, что может быть сравниться с этим. Казалось бы, такая маленькая кошка, ну там чуть больше домашнего, не знаю как. Это просто невероятно. Фантастика. Это эпогей нашей охоты, нашей пятерки. Супер, просто супер. Эмоции на предельном уровне. Мне кажется, даже немножко зашкаливают. Поэтому все получилось. Спасибо. Разбудил хозяин фермы. Добытчики что-то добыли. Не что-то, а очень хороший трофей. Мы ждем леопарда. Ждем победителей. Пить уже хочется, а их еще нет. Вам хороший Уезжаем! Нормально, Хотел тебя убить? да. Всех хотел убить. Все разбежались. Мы на машинах начали подъезжать. Первый день и леопард. У меня, говорит, я знаю человека, говорит, вот, я его лично знаю. Он говорит, вот запомни, говорит, я 17 раз. Не получилось. 17 раз ездил за леопардом, не добыл. На 17 раз только добыл. А хлебушка нету, да? Ну, неправильно. You're welcome, my friend. Thank you, my friend. Congratulations. Thank you, Сильвия. You are. Чешем. Да, я видел, они все обосрались так же, как и я. Да это страшно, это реально страшно. Ну так, вот раз и все. Прыгнул и все. У него когти, один удар и все, тебя нет. Но пополам распадет. Дальше было очень быстро. Не стреляй, говорю, я готов. В одну секунду. Что за день? Что за день? Дай бог каждому. Большая пятерка выполнена. Поздравляю. О, супер. Играет. Очень хорошо. Попробуем еще раз стрельнуть с своего оружия, потому что пришлось охотиться с чужого оружия. Сейчас попробуем все-таки еще раз. Right Right one. one. Yeah, the right one on the bottom is where I you're. see. All right, elevation is good. But I took it from the center to where the bullet is. 35. 35. 1 сантиметр на 100 метров написано. 35 кликов, да, получается? Я пошел в обратную сторону. 31, 32, 33, 34, 35. Okay. Little bit up. Dat is net voor hier en dan schiet hij daar. I think it's finished. Oké. Да, я брал в Испанию, сейчас с ним охотился. Слушай, какая конфета. Слушай, чистый вот кайф. Ну, ничего, бывает и такое. Так, говорит, а что? Да, и стучал, говорит, а по бамперу и по бамперу. Так, все ready, steady, go. We can go to hunting maybe. Уже потеплело, было холодно. Плюс 2 утром было. 9 часов уже плюс 10. 10. Солнышко вышло хорошо. Месяц май в южном полушарии – это как сентябрь в северном полушарии. Можно сказать, что в Намибии глубокая осень, поэтому по утрам температура опускается до 0 градусов, а днем разогревается до 30 градусов.
не было. Идем дальше. Денис ищет достойного самца цессеби. Этот вид – один из распространенных семейств травоядных в Намибии. Его можно легко спутать с самкой. У них глянцевая, загорелая шерсть с сероватыми или синевато-черными отметинами на верхней части ног и черные морды. Оба пола имеют рога, но, как правило, рога немного больше у самцов. Самки внешне похожи на самцов, но несколько меньше и обычно светлее, а рога у них меньше и более гладкие. Поэтому в густой саванне нужно постараться, чтобы вычислить самца. Now it's big. The horns never big. No, this is big bull. You see? Ты видишь? Старый. Большой. Now it's Есть. sniper. ЦЦБ. ЦЦБ. Какое удивительное животное. Каких только нету животных в Африке, а? На лошадь похоже прям. Рога не сильно длинные, но толстые. Крупный самец. Быстро получилось. 10 лет. Хорошо, давай сделаем фото. Добыли только что хороший трофей ЦЦБ. Такое интересное название у животного ЦЦБ. Это, как говорят африканцы, самая быстрая антилопа в Африке, наверное. Не знаю, может вообще в мире. Ну, не успела она убежать и сильно-то не бежала. Поэтому где-то 10-летний трофей. Достаточно крупная особь. Быстро получилось добыть. Мы переехали на другой ранчо и буквально пару часов нашли большую группу самок. И самки всегда открытые, самки не боятся ничего. А самец был так в лесу скрытый. Это вот еле-еле наковыряли его. Ну, все получилось. Трофей у нас. Солнышко. Солнышко наверху. Все очень хорошо. Африка нас шикарно встречает. Тем временем из Лоджа выезжают наши давние ветераны африканской охоты. Сергей Пантелеевич и Сергей Петрович. Они знают толк в этой охоте. Добывать будут только самых упитанных самцов. Охотники берут с собой подрастающего добытчика для того, чтобы передать навыки и показать внуку, откуда на прилавках магазинов берется свежее мясо. Ты думаешь, очки снимать надо? Я думаю, нет. Я еще не пробовал в очках стрелять. Я думаю, можно. Какая разница, как мазать?
Есть. Можно бить его. Подожди. Нам так чуть-чуть страшно. Ну? Первый раз в Африке Ну, и так. первый трофей. Ура. Ну, его не весь видно было. Целился в переднюю лопатку, но что-то при выстреле или курок, или дернулся и попал в ногу. Вот. Так вот. Ну, смещение получилось, наверное, приличное, что чуть не промазал, что там говорить. Ну, потом дошли, добили. Все, прибыли. Вылазим. Хорошее ружье. Круто. Красавчик. Shoulder mount. Leave in the car because afternoon we go again. Ну такой красавчик. Попался нам. Рогатик. Верно? Вся семья и их друзья съезжаются из разных уголков саванны назад в лодж после тяжелого охотничьего дня. Приехали туда, я говорю, слушайте, надо на то место, где Денис 2 дня назад добыл этого леопарда. Я говорю, ну, как бы леопард это опасно днем. Такой ответ, ну, не совсем, возможно, он спит, может быть, он как бы где-то тут рядом, но он на людей, скорее всего, не нападает. Как бы так мы обошли, наверное, полсаванны сегодня пешком. Ну, сложно было. Утром холодно, а днем уже очень жарко. Очень жарко. Такая интересная природа. No problem. Василий, вот это Орикс, это спрингбок. Спрингбок и Орикс. Готовы, охотники? Не знаю, капуста. Не, круто. Нет, что 33 одежи. Так это сейчас модно. Здрасте. Вы на охоту? Тоже хочу. Ну, наконец-то мы выезжаем на охоту. Второй день подряд ожидаем серьезный улов. Добыча. Карасей, щук. Палки ты на охоту. А, извините. Дедушка, А? тебе сегодня надо быть самым метким и
Миша, Ну, что сказать? Хочу, чтобы мы выжимали большого носорога. И рог себе оставить. держи ноги в тепле, Голову а голову в холоде. Вот я сейчас специально еду для продува. Сосульки появляются на ушах. Еще немножко походимся и домой пойдем. Все отлично, вот так вот. И так будет с каждым. Вот не зря, не стыдно. Африка теперь уже у нас, можно сказать, побеждена. Все, можно уезжать теперь домой. Well done. Beautiful. Вот учитель. Да, тут. Сразу жарко стало, было холодно. Одеваться надо красиво, это более симпатичная форма. Послевкусие победы. Вот она, как она ощущается. Вот хорошая винтовка. Вот так. Все-таки внук, да? Тоже вчера один дед добыл, а второй дед не добыл. Это настолько важно, психологически. Внуки должны знать, что деды у них еще кое-что могут. Есть к чему стремиться. Это очень важно. Очень. Это больше, чем дети. Признание внуков. Вот так вот. Аккуратно. Какой рогатый. А это разве не джем? Нет, фоткать хочу. Ну, сейчас его положат красиво. Впечатление разрывают. Я говорил, что вернусь с добычей, не столько важно для себя, сколько важно для внуков. Вот Тишка порадовался за деда. Вчера радовался за одного деда, сегодня за другого деда. Гештальт закрыт, но животных, конечно, жалко. И на этом достаточно. А вот будем теперь любоваться, радоваться, вспоминать, что Африка тоже тоже красиво в Африке. Очень вкусное мясо, говорят, с импалы. Вот. О, Лена, можно я в эту яму залезу? Можно. В общем, счастье пришло неожиданно. Так, вдвоем? Кто-то вдвоем?
Кошмар! Erfahren, правильно? Есть? Erfahren nach Haus. Sehr gut. Да, вспомнил. Sehr gut. Sehr gut, да, чуть-чуть. Надо ж вспомнил. Сколько лет уже не. Как они вчера ездили целый день и ничего не увидели? Зря мы поехали. Не зря. Будет чем... Добыча. Мне кажется, на ужин хватит. По-разному. Главное, что останавливается. А вон, гляньте, маленький, смотрите. Я вот что думаю. Вы мне скажите, вот сейчас сколько минут нам надо, чтобы собраться, пойти за успех? Ну мы едем, мы ж на Кавказе живем. У нас вся еда какая. Конечно. Надо у этой спросить. Магдалины. Тем временем тыл прикрывают женские руки. Все уже успели соскучиться по домашней, родной еде. Взяв кухню под свой контроль, Елена Владимировна и Любовь Михайловна принялись готовить шурпу для добытчиков. Если бы еще сюда свежего помидорчика, то было бы вообще шедевр. Готово. А где жираф? Не видно. Жираф в багажнике, он там сложен. Что-то на фотографии, по-моему, он не влазил в вашу машину. На фотографии не влазил, а так-то влез. Шурпа. Да, тут тоже сложности. Ну, я за жирафа. За жирафа. Тут... А, чиз. Чиз. Нашли гиену. Недалеко, 30 километров отсюда. Пришла на приваду. Сейчас попробуем, да, взять ее. Хорошая гиена, большая. Тяжело, конечно, после ужина. Уже перед сном уже ложиться, но большая гиена не каждый день приходит. Поэтому уже собрались быстренько, выезжаем. Может, повезет. С такими животными по-другому не может. Это жираф, он уже сильно там далеко не денется, а гиена может деться. Поэтому выезжаем. Самое сложное при охоте на гиену – это сохранять тишину. Бота, хозяин лоджа, предоставил Денису специально подготовленный внедорожник для ночной охоты на гиену. В кузове пикапа установлена вращающаяся башня, где охотник с тепловизором может контролировать все вокруг. Также из особенностей – это специализированный манок, который издает звуки гиен и различных раненых животных, запрограммированных на пульте. Пробовали добыть гиену.
Ну, ничего не получилось, так бывает. На охоте так бывает. Шакала увидели, гена так и не вышла. Просидели, но ничего. Сейчас отдыхать. Завтра посмотрим, покатаемся здесь, посмотрим, кто там будет. За зебра личвейский вечер. Ты зачем выдохнул? Ты раздулся. Не, он вдохнул. Он выдохнул на 2. Я видел все равно. Родители сегодня уехали в столицу Намибии по музеям, по магазинам. Мы с Райаном остались здесь. Сейчас Райан поедет пробовать зебру, искать. А мы с детворой поедем тоже зебру искать. Ну, что попадется. Это мы такой сегодня спокойный день. Вчера поздно вернулись с гиены. Чуть больше поспали с утра, чем положено. И вот сейчас спокойненько выдвигаемся. Сегодня важный и особенный день для главы семьи Дениса. Его старший сын Савелий проходит настоящее боевое крещение в Африке. Туда сотни километров и в другую сторону. Дикая природа. Нас учует. Но я сегодня духами не душилась. Это был хороший выстрел. Молодец. Давай. Taking Papa's place. Когда умирает, у него открывается вот это все. Смотри, надо сфотографировать, Майк. Видишь, открывается. Когда умирает, на 1 минуту открывается. Если понюхаешь, пахнет медом. Да, вот прям потрогаешь там. Просто понюхай. Добыл спрингбока. Это мой второй трофей в Африке. Хороший самец, и охота продолжается. Все довольны трофеем. Кроме меня. По африканским традициям нужно намазать. Welcome. Good for you. Все, уже все. Африканский охотник. Все, крещение прошел. Да, Сава сегодня добыл спрингбок. Это самое вкусное мясо. И сегодня у нас будет праздник вечером. Вот. Да, у нас каждый вечер праздник. Ну, сегодня особенно, да. Я, конечно,
невероятно я снимала весь процесс. Ну это мы еще проверим. Попал, для меня, конечно, удивительно, четко там в лопатку. Ну, охотники, знающие, говорят, что это супер там попадание. В общем, Тейка я меня горжусь. пугает. Круто. Мои поздравления. Классный выстрел. Приехали всей семьей. Уже добыли вон сколько трофеев. Еще в нашей коллекции семейной будет иньяла. Такая старенькая, ну, достойный трофей. Поэтому солнышко греет, охота идет. Скоро обед, вино будет. В общем, радости целая куча. Давайте, все. Хорошо, но в Африке. Пообедали, поспали, поехали на охоту. Приехали, опять поужинали. Сейчас поедем на соседнее ранчо добывать большую импалу. Иньялу, импала, иньяла, уже все перепуталось. Иньялу большую.